Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. На этот раз выполню маникюр на себе и укрепление твердым гелем. Что из этого получится? Смотрите видео, подписывайтесь на канал, давайте приступать. Так выглядят мои ногти, им больше 1 месяца, около 1,5. Они прилично отросли. Здесь было выполнено укрепление гелем, ногти побывали на море. После приезда некогда было выполнить себе коррекцию, поэтому я так не затянула. Поставьте пальчик вверх, если у вас тоже не всегда находится время для коррекции самой себе. И получается, что сапожник без сапог. Меня часто спрашивают, зачем я одеваю перчатку на вторую руку. Прежде всего для того, чтобы пыль отопила, не иссушала кожу. И чтобы фокус от камеры на нее не падал, а было видно основную рабочую руку. Сегодня я буду делать именно левую. На левую у меня уходит меньше времени, чем на правую, поскольку правой рукой себе намного сподручнее все делать. Дезинфицирую руку специальными антибактериальными салфетками, которые служат заменой антисептику в спрее. Снимаю гель-лак при помощи твердосплавной насадки с зеленой насечкой. Она быстро с этим справляется. Работаю в положении форвард на максимальных оборотах. Здесь очень просто. Располагаю ноготь свой, так же как и ногти клиента, перед собой и выполняю длинные движения сверху вниз. И поскольку у меня было укрепление твердым гелем, даже с небольшим нажатием снимается сразу объем материала. Затем, чтобы мне было удобно, кладу свой палец на бок и небольшими движениями вдоль кутикулы, только кончиком насадки убираю оставшийся цвет. Будьте предельно аккуратны, чтобы кончиком не пропилить ногтевую пластину. Убираю отслойки материала. Они у меня всегда происходят по бокам. Почему? Потому что натуральные ногти сильно скручиваются. Затем ставлю насадку перпендикулярно кутикуле и выполняю сглаживание материала, чтобы поверхность стала равномерной. Тут же убираю длину. Положение у меня форвард, иду слева направо. И продолжаю на остальных ногтях. Некоторые меня спрашивали, почему я делаю маникюр сама на себе, а не хожу к какому-нибудь мастеру. У меня часто даже и на это не бывает время, чтобы выбраться. А помимо этого ногти непростые, я вам скажу, и мастера иногда шутят, что сделать ногти Марине – это все равно, что пройти самый жесткий экзамен и его сдать. Если с левой рукой еще все попроще, то на правой очень часто бывают трещины, сломы, это все ремонтировать, и, конечно, уходит на это больше времени. Видите, вот здесь на среднем такое белое пятно. Это воздушная отслойка. Ее необходимо полностью убрать. Материал приподнимается. Для того, чтобы ее убрать, я буду ставить кончик насадки под отслойкой и истончать материал. Вот такие сюрпризы вас иногда могут ожидать под покрытием. Хотя изначально казалось, что все было нормально. Но опять же, почему эти отслойки происходят? Потому что ногти очень мягкие, очень гибкие, сильно скручиваются, и любой материал, даже гель-лак, не может так сильно изогнуться и отходит от натуральных ногтей. На безымянном слева нет кусочка ногтя. Это как раз тот ноготь, который отошел от покрытия, и он не мешался, я его всячески ковыряла. Мне интересно даже, есть ли среди вас тех, кого напрягает, вот если что-то в маникюре не так, это надо срочно убрать, не знаю, отковырять и так далее. Пишите об этом в комментариях. Да, мягко говоря, исходник сегодня у нас не очень симпатичный, я бы сказала, даже страшный. Посмотрим, что у меня из этого получится. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Сейчас приступаю к маникюру. При помощи алмазной насадки пламя буду вычищать триги и приподнимать кутикулу. Я видела несколько комментариев относительно моих точек роста, что они ушли, сказали прощай, но это далеко не так. Дело в том, что когда я была подростком,
Я грызла ногти, они были у меня совсем-совсем короткие. И вы можете видеть, что мое натуральное ногтевое ложе вот такое короткое. И точки вроста находятся там, где они и были раньше. Возможно, есть такое ощущение, так как свободный край длинный, но я вас уверяю, что все мои точки вроста на месте. Поскольку ногти тонкие, я практически иду без давления насадкой. Важно, что в синусах и в боковых пазухах я иду по коже, не касаясь ногтевой пластины. Сразу на всех ногтях обрабатываю левую сторону в положении forward на скорости 15-17 тысяч оборотов. Кутикула у меня хитрая, ее практически нету, но птеригия много. И особенно часто в синусах можно увидеть небольшую кожицу. Потом я ее срежу при помощи кусачек. Многие мастера пытаются убрать аппаратом, долго перепиливают на одном месте. Я оставляю так и потом срезаю. Большим пальцем левой руки стараюсь оттянуть синус, чтобы мне было удобнее работать. Всегда во время снятия или маникюра я делаю опору мизинцем правой руки, для того, чтобы давление на насадку было равномерным, чтобы случайно не пропилить ногти. Переключаю направление вращения насадки, реверс, на ту же скорость 15-17 тысяч оборотов. Обрабатываю правую сторону. Ставлю носик насадки параллельно кутикуле. Еще сильнее ее при этом раскрываю. Дойдя до правого синуса, кладу палец на бок. Обрабатываем и боковые валики. Стараюсь все заусенцы на них сразу зашлифовать. На большом ногте ростковая зона находится близко, поэтому не делаем такой глубокий маникюр, как на других ногтях. После приподнятия кутикулы не срезаю ее, а придаю форму ногтям, шлифую поверхность и только потом приступаю к срезу, для того, чтобы его впоследствии не размахрить пилкой. Отворачиваю руку от себя, чтобы посмотреть на симметричность. Подправляю в таком положении. Стороной пилки 240 грит шлифую натуральную ногтевую пластину, которая отросла, а стороной 180 грит шлифую оставшийся материал, убираю отслойки. Казалось бы, зачем сохранять такие тонкие свои натуральные ногти? Но на себе я заметила тенденцию, когда я выполняю наращивание, ногти скручиваются и очень часто идут трещины в точках вроста. И такой вариант, как укрепление натуральных ногтей, для меня оказался наиболее оптимальным. Так выглядят ногти после опила, где-то не хватает нижних стенок. Это мы будем ремонтировать при помощи густого геля. Убираю пыль салфеткой, увлажняю кутикулу и приступаю к срезу кусачками. Стараюсь идти в едином срезе, чтобы впоследствии не было заусенец. И из синуса достаю ту самую забившуюся кожу после насадки. Я свою кутикулу называю хитрой. Ее вроде как нет, но когда начинаешь срезать, обязательно будет. И вообще, если вас не напрягает такая кутикула, ее можно не срезать, отодвинуть и оставить так. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. После маникюра обезжириваю ногтевую пластину, а на безымянном вижу белую линию. Не помню, чтобы я себе чем-то повреждала ноготь. Возможно, это лейконихия, нарушение обмена веществ, либо недостаток микроэлементов. Посмотрим, как это будет отрастать. Подготавливаю ногти к укреплению. Наношу дегидратор на натуральную ногтевую пластину, праймер. Базу для гель-лака тонким слоем втирающими движениями. Просушиваю в лампе 30 секунд. Для ремонта буду использовать прозрачный гель высокой вязкости. Набираю нужное количество материала и достраиваю боковые стенки. Поскольку материал густой, он не будет быстро растекаться. Это же можно сделать и при помощи акригеля, и при помощи базы, смешанной с акриловой пудрой, тем материалом, которым вам удобно. Я привыкла это делать при помощи геля. Формирую нижнюю параллель и быстро отправляю в лампу. Обычно, если трещины еще крупнее, я использую файбергласс. Этим же гелем закрываю углубление в центральной части на среднем ногте. Растягиваю его границы. Ноготь становится ровным. Отправляю на просушку на 1 минуту.
На большом пальце у меня перекрученная арка, поэтому на одну сторону я всегда накладываю большее количество материала. И здесь неровная нижняя параллель, также достраиваю густым прозрачным материалом. По воздуху вытягиваю отсутствующую нижнюю параллель и быстро отправляю на просушку, пока гель не успел убежать. После просушки геля изнутри образуется небольшая ступенька. Сейчас я ее выпилю при помощи твердосплавной насадки. Убрала пыль, обезжириваю ногтевую пластину, и теперь мы приступаем к самому интересному моменту – укреплению ногтей гелем. Я вам подробно сейчас расскажу, как это правильно делать. Напоминаю, что на моих ногтях уже есть база, поэтому они так блестят. Для укрепления я буду использовать гель средней вязкости, для того, чтобы он быстрее распределялся. Кисточка у меня синтетическая для геля. Немного окунаю кисть в гель и тонко промазываю ноготь, как будто бы базовым покрытием. Важно промазать все боковые стороны ногтя, для того, чтобы материал не ложился в этой области плюшками. Набираю каплю нужного размера для данного ногтя. Ставлю эту каплю на наивысшую точку. Освобождаю кисточку от материала. Под углом 45 градусов толкаю материал к кутикуле и делаю как будто бы шаг назад, чтобы переход был плавным. Распределяю материал на свободный край, на боковые стороны ногтя. Поскольку консистенция средняя, он уже начал саморазравниваться. Теперь переворачиваю руку, как в технике выравнивания ногтевой пластины базой. И при помощи тонкой кисти формирую архитектуру. Если архитектура правильная, блик ровный, отправляем на просушку в лампу на 1 минуту. Гель, как правило, жжет не меньше, чем база для гель-лака. Поэтому, если вы испытываете жжение или клиент испытывает жжение, то никогда его не терпите для того, чтобы не вызвать термический ожог. Продолжаем по тому же принципу. Увлажняю поверхность, ставлю каплю и распределяю ее. Вот так, очень просто и легко, а ногти уже укреплены твердым материалом. Будут они намного жестче, нежели чем укрепление базы для гель-лак. По времени процедура занимает столько же, сколько и выравнивание базой, а стоимость, как правило, за такую услугу выше. Если отдельной кистью работать неудобно, и вы привыкли работать только той, которая во флаконе, вы можете смело работать и ей, почему бы нет. Поскольку ногти у меня вверх растущие, то большее количество материала я ставлю ближе к кутикуле. Убираю остаточную дисперсию с геля после просушки, чтобы по ней не растекался цвет. Для более глубокой прокраски вы можете отодвинуть кутикулу при помощи апельсиновой палочки, приподнять ее и сразу приступать к покрытию цветом. Не нужно дополнительно шлифовать ногтевую пластину или наносить базу. Покрывать буду пастельным бежевым оттенком. Самое главное в работе с такими цветами, чтобы кисть располагалась параллельно ногтевой пластине. Тогда у вас не будет проплешин, цвет не будет просвечиваться. На себе ногти я прокрашиваю по одному, чтобы никуда ничего не затекло. А второй слой можно наносить сразу на несколько ногтей. Покрываю топом. От дизайнов я немножко устала, хочу просто походить с однотонным покрытием. Топ у меня без липкого слоя. Вот что получилось. Мы исправили все неровности, все недочеты, как будто их и не было. Коротенькие ноготочки, аккуратные, бежевого цвета, именно так, как я и хотела. Как обычно, на маникюр самой себе у меня ушло много времени, 3 часа на одну руку. Это очень долго. Пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы, чтобы я сняла на самой себе. Обязательно это сделаю. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Всем успехов! Пока-пока!